Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать две идеи пасхального декора. Знаете, наверное, в этом году я очень многое делаю себе, маме, родным и близким, и на этот раз я решила немножко поэкспериментировать с новым для меня материалом. Это я вам покажу в первой части видео, но во второй части мы будем из старого делать новое. Поэтому, если интересно, оставайтесь смотреть. В магазине на глаза мне попалась вот такая пластиковая канва. Она от фирмы Gamma. Раньше никогда ее не видела и никогда не использовала. Но когда приходит идея в голову, ты сразу понимаешь, почему бы не взять и не попробовать. И на Pinterest я нашла вот такую красивую картинку пасхального яичка и решила его вышить именно на этой канве. Я его вышила, думаю, не нужно показывать, как вышивать крестиком, все это знают. И уже с одной стороны приступила к вырезанию. Вырезать нужно аккуратно для того, чтобы не порезать сами нитки. Я, кстати, впервые использую эту канву, и надо бы посмотреть в интернете, для чего ее вообще используют, что именно на ней делают, и, возможно, есть какие-то очень интересные идеи. Если они есть у вас, пишите, так как у меня еще канва такая осталась. Ну, а я сделала вот такую вышивку, после чего я ее буду приклеивать на фетр, так как хочу сделать небольшую подвеску. Но и тем самым обратную сторону я полностью закрываю фетром, не забывая сверху приклеить ленточку для подвешивания. Приклеиваю хорошо к фетру при помощи клея Момент Кристалл и прижимаю на какое-то время тяжелым предметом. После высыхания клея нужно точно так же аккуратно все вырезать. Края я не обрабатывала, потому что как-то, не знаю, как это делать. Поэтому оставила именно так и по окончанию делала бантик из разных лент и приклеила сверху. И на этом все. Моя пасхальная подвеска готова. Можно ее подвесить на какие-то веточки, если у вас есть дома. Мне очень нравится идея, и мне кажется, что я еще сделаю, наверное, 2 таких яичка для декора. Но для второй идеи нам понадобится любая рамка для фотографий, которая у вас, возможно, есть дома, и вы не знали, куда ее деть. Она может быть как совершенно любого размера, так же совершенно любой формы. Самое главное, интересно ее декорировать. И давайте покажу, что получилось у меня. Вот такая рамка, которая приехала откуда-то с дачи и очень давно лежала у меня на столе. Никак я не могла ее переделать, но на этот раз я придумала, что с ней сделать. Для работы нам нужно достать все, что есть внутри. Оно нам больше не понадобится. Обезжириваю всю поверхность при помощи спирта. Так как моя рамка темная, мне захотелось сверху ее еще и загрунтовать, чтобы в дальнейшем цвет краски был более сочный. Красила я на лестничной площадке, и пока оно у меня все высыхает, я займусь самим декором. У меня есть вот такие маленькие яички из пенопласта, которые желтого цвета. Делаю ее в таких натуральных красивых цветах, поэтому я их буду красить и превращать хоть немного похожие на настоящие перепелиные яйца. Крашу сначала в один цвет, затем развожу коричневую краску, добавляю воды и сверху делаю брызги. Я не делаю их черным цветом, решила все-таки остановиться на коричневом для того, чтобы был более мягкий эффект.
Оставляем сушиться и переходим к гнезду, которое я буду делать из сизали. У меня остался небольшой кусочек, и он такой весь кучерявый, скрученный, поэтому я слегка его выравниваю, чтобы все волокна были в одном направлении. После чего буду скручивать гнездо. В местах, где у вас гнездо немножко разваливается, можно подклеить термоклеем. Я это делаю с одной стороны, потом немножечко с другой стороны и, конечно же, снизу, чтобы у нас все надежно держалось. Для всех, кто спрашивал, я прижимаю термоклей силиконовой кисточкой для нанесения маски лица. Поэтому ее купить можно совершенно в любом магазине, где продаются кисти для макияжа. Ну а также фикс прайс, там она просто дешевле. Гнездо готово, яйца высохли и можно их приклеивать. Можно приклеить 2 штучки, можно 3. И по краям лишнюю сизаль я слегка срезаю, чтобы гнездо было более аккуратное. Первый слой я буду красить светло-бежевым оттенком. У меня это акриловые краски Туру, можно использовать совершенно любые акриловые краски, которые у вас есть. Высушиваю я, как всегда, при помощи строительного фена, так быстрее. И сверху, в места, где хочу подтертости, я наношу свечу. После чего крашу в зеленый. Кстати, на камере он выглядит очень ярко. Знаете, мне так хотелось добиться эффекта вот такого состаренного, облезлого окна. Именно как в деревне. Не знаю, почему-то вот ностальгия, Пасха, деревня, бабушка. Поэтому вот что-то мне хотелось такое сделать. Поэтому после того, как я высушила второй слой краски, я мелкой-мелкой наждачной бумагой счищаю весь слой от свечи, тем самым создавая именно тот потертый эффект. Сверху я еще слегка прохожусь сухой кистью чуть более темного цвета для того, чтобы добавить еще какого-нибудь оттенка. Вовнутрь своей рамки я буду помещать мешковину и буду ее приклеивать. Приклеивать, как оказалось, ее очень удобно именно с помощью того же стекла, которое было в рамке. Все со всех сторон хорошо приклеиваю, и можно переходить к самому основному декору. Так как я сказала, буду использовать природные материалы, осенью из леса мне мама принесла вот такой мох-плаун. Таким зеленым и ярким он остается очень долго. У меня он лежит уже с осени, но тот, который был с прошлого года, он превратился в желтый цвет. Также буду приклеивать палочки, которые когда-то собирала на улице. Люблю палочки именно такие кривые, мне кажется, они очень интересно смотрятся в работах. Приклеиваем гнездо. И прикрепляем длинные веточки сверху, чтобы они тоже хорошо держались.
Снизу на веточке, в некоторых местах, где у меня виден клей, я добавляю мох. Куда же Пасха без веточек вербы? У меня они тоже настоящие, можно сделать самостоятельно. Как их делать, я вам уже показывала. Этим веточкам уже очень много лет, и как вы видите, ничего с них не сыпется, и котики держатся надежно. И цветы. Можно было бы использовать какие-нибудь искусственные цветы или сделанные с фоамира на бумаге, но у меня есть вот такие засушенные розочки, которые я сушила, наверное, в прошлом году. Как я это делаю? Я просто покупаю веточку с маленькими розами и вешаю ее просто на балконе вверх ногами. Розочки за неделю очень хорошо высыхают, и так как они маленькие, они не сыпятся. Ну а тем более, так как моя композиция сделана именно с природных материалов, они сюда, мне кажется, подошли идеально. Для такой работы вы можете выбирать совершенно любые материалы, которые у вас есть, будь то это будут натуральные или же искусственные, которые вы делаете сами. С самим декором я остановлюсь, но сверху хочется сделать небольшую табличку с надписью. Можно ее распечатать, но так как я делала это уже поздно, мне не хотелось идти и включать принтер. Поэтому я буду делать это при помощи штампов, которые когда-то давно покупала на AliExpress. И у меня нету самой подушки с чернилами, называется штампы купила, чернила нет, поэтому буду делать сама. Приклеила просто на картон маленький кусочек губки, беру черный краситель и при помощи этого изобретения буду уже наносить надпись. Надпись я делаю на плотном картоне и подходящего цвета. После высыхания вырезаю. При помощи дырокола я делаю отверстие и буду приклеивать уже на саму мою работу. С обратной стороны у меня черная рамка, и мне это не очень нравится, поэтому я ее после того, как уже сделала видео, тоже покрасила. Ну а по итогу у меня получилось вот такое пасхальное панно. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!